Путешествие киномана. Выпуск 21. Мультфильм Синджуку Город Ад. Подкаст-версия. Год выпуска 1988. Длительность 78 минут. Режиссер Йосиаки Каваджири. Сценарий Кария Камура, Хидеюки Кикути. Студия Мадхоуси. Кинопоиск 6,4. 88 год в истории. Группа «Ласковый май» начала свою сценическую карьеру. 29 октября Sega выпускает на японском рынке телевизионную игровую приставку Sega Mega Drive. Выходит в свет алхимик роман Паула Коэльо. 13 мая умирает американский джазовый трубач и певец Чет Бейкер. 12 августа премьера фильма «Последнее искушение Христа». 16 октября на советском телевидении впервые начат показ латиноамериканского сериала «Рабыня Изаура». Стадия 1. Обыденный мир. Объяснение основных установок вселенной мультфильма, включая первый эпизод битвы на мечах и убийство отца главного героя, Тёи Идзайои. Сюда же идет сцена в раменной. Получаем немного данных о главных действующих лицах. Тёя заявлен как герой довольно легкого характера, увивающимся за каждой хорошенькой девушкой, но в то же время работающим преподавателем меча и усердно занимающимся поднятием своего мастерства во владении этим мечом. Стадия 2. Зов к странствиям. Стадия 3. Отвержение зова. Стадия 4. Встреча с наставником. Мега-сплав стадий. Весьма неплохой, на мой взгляд, появление деда-наставника, который сообщает только сейчас Тёи, что он нужен этому миру для защиты от злых сил. Тёи умело отвергает зов и умудряется надерзить наставнику. В ответ дедуля применяет силу и ставит нашего героя на место. Плюс сливает немного информации об его отце и борьбе того против сил зла. Далее следует повторное отвержение зова, что само по себе очень интересно. Но уже от Сейки Рамы, второй герой этой истории, которая подкараулила Тёю ночью в парке. Стадия 5. Преодоление первого порога. Переход Сайки через мост в город Ад и посещение работающей закусочной посреди разрушенного города. Знакомимся с особым миром. Опасность таится здесь на каждом шагу. Даже хитроумные и осторожные кошки здесь разрываются на части и жираются. Повсюду подозрительные личности, атмосфера разрушения и разложения. Стадия 6. Испытания, союзники, враги. Прохождение ряда испытаний Тёи и Саяки. Главный герой приходит на выручку главной героини, когда ту попытаются ограбить, изнасиловать и убить, а потом, возможно, и съесть. Звучит шутка про Питер. Встреча с бабкой Плутом. Битва с демоном Крабом. Встреча с союзниками или обретение союзников. Мальчик на роликах, Чиби, Мефисто, местные жители города Ада. Битва с водяным демоном. Прохождение сада наваждений при серьезной помощи Чиби. Первая встреча главного героя с главным злодеем Рибира. Стадия 7. Приближение к сокрытой пещере. Стояние наших героев и их союзников перед зоной особой активности зла. Напутствие от Мефисто. Затишье перед главным боссом. Стадия 8. Главное испытание. Взятие в плен Саяки, бой Тёи с Рибира. Меч Тёи разламывается на части. Он достиг своего пика мастерства с данным мечом. Нужен новый меч. Злодей низвергает главного героя в разлом, оставшийся после землетрясения десятилетней давности. Кажется, что зло победило. Стадия 9. Награда. Тёя попадает в тайное место, особый мир в особом мире особого мира, где обретает меч своего отца, мощнейший магический артефакт. Все посвященные жители Земли ощущают энергетический всплеск от этого момента. Дед-наставник сообщает, что Тёя прокачался до небывалых высот за очень короткое время. Стадия 10. Обратный путь. Скорее всего, данной стадии нет, но пусть это будет появление Тёи с новым мечом в руках в логове Рибира. Стадия 11. Возрождение. Тёя убивает главного злодея и освобождает, с помощью Мефисто, Саяку. Начинается рассвет. Тёя уверенно обнимает Саяку, видно, что у них появилось некоторое чувство друг к другу. Плюс дед-наставник проясняет нам эту ситуацию уже словами. Мир спасен. Стадия 12. Возвращение с эликсиром. На фоне измученного города и держащихся за руки главных героев Мефисто дает наставление о том, что зло вернется, показывают оставшийся целый меч Рибира, и их призовут опять для защиты. И чтобы Тёя был готов, наши герои собираются слиться в долгом французском поцелуе. Небо проясняется. Титры. Выводы, вопросы, ассоциации. Почему дед-наставник ждал 10 лет, чтобы активировать Кёю в последние 3 дня? Никаких гарантий на успех не было. Странные недоговоренности в сценарии. Или сам дед
отчаянный азартный игрок. Ему интересно жить, когда ставка в игре. Вся жизнь на земле. Особенности восприятия мультфильма при соло-просмотре и коллективном просмотре. При соло-просмотре все паузы и общие планы играют на атмосферности и вайб города ада. При коллективном же просмотре все перечисленное обращается в чудовищное замедление хронометража и скуку. Очень странно. Отвержение зова у обоих героев, но в разное время. У Кёи стандартное отвержение зова, но двойное – дед и Саяка. У Саяки же отвержение неожиданное посреди фильма в голубой комнате. Думаю, что это был трюк для активации Кёиных способностей. Особенности рисовки аниме. Лично мне по душе данная особенность. Плюс еще уменьшенное количество кадров создает порой ощущение 8-битной игры. Интересные боссы и демоны. Наверное, все демоны так или иначе взяты из японского фольклора. Короткий финальный бой. Финальный босс указан авторами очень умелым и мощным, поэтому я ждал развернутого боя. Хотя бы как в фильме «Замок Калиостро Миядзаки». Задние фоны. Опять кайфанул с них. Главный герой, Кёя, обыкновенный герой. Двойное отвержение зова. К середине фильма превращается в решительного героя и уговаривает главную героиню, Саяку, продолжать дальнейший путь, эпизод в голубой комнате. Главная героиня, Саяка, решительный герой. Только к середине фильма, эпизод в голубой комнате, начинается сомневаться в своих силах и превращается в обычного героя. Возможно, сомнение в своих силах. Есть уловка, предпринятая для активации внутреннего потенциала Кёи. Это же хитроумные азиаты в конце концов. Фильм не является полнометражным, а указывается как OVA. Сокращение от термина Original Video Animation. Так в Японии обозначается особый формат аниме-сериала. Обычно OVA включает в себя от 1 до 6 серий с достаточно высоким качеством прорисовки и анимации, которое приближается к качеству полнометражных аниме. Кто такой Мефисто? Местный житель Синдзуку. Почему он помогает нашим героям? Может, он такой же избранный, как и наши герои, но сломавшийся на пути к Рибера. Герой, застрявший в особенном мире. Интересна судьба мальчика на роликах, Чиби. Ему лет 11-13. Значит, он в Синдзуку практически с рождения. Как он выживал в городе? Как он подружился с собакой? Какие у них были приключения до встречи с нашими героями? Что с ним стало после уничтожения главного злодея? Образ Мефисто вполне соотносится с классическим Мефистофелем. Скептичен, внимателен к деталям, хитер. Вполне может быть очередным героем, застрявшим в особенном мире и не стремящимся из него выбраться. Возможно, еще не готов пройти главное испытание, либо оставил эликсир себе и остался в особенном мире. Тоже посмотрел бы спин-офф о его судьбе в Синдзуку.